Утро 12 июня 1962 года. Надзиратель Алькатраса начинает обычный обход камер и останавливается возле камеры Фрэнка Морриса. Заключенный лежит лицом к стене и выглядит так, будто просто спит. Охранник раздраженно стучит дубинкой по решетке, но реакции нет. Тогда он просовывает руку внутрь камеры, толкает заключенного, и в следующую секунду голова падает на бетонный пол. Это была кукла. Самодельная голова из папье-маше с настоящими волосами. А настоящие беглецы уже несколько часов как исчезли в ледяном тумане залива Сан-Франциско. И вот что делает эту историю легендарной. Никто до сих пор не знает, выжили они или нет. На тот момент Алькатрас считался самой защищенной тюрьмой Америки. Холодная вода, сильное течение, вооруженная охрана. Все были уверены, сбежать отсюда невозможно. Но Фрэнк Моррис начал готовить побег еще за несколько месяцев до исчезновения. И честно, план звучал как полный бред. Заключенные начали медленно расширять вентиляционные отверстия за стенами камер. Обычными ложками. Ночами шум скрывала музыка из тюремного оркестра. Именно поэтому охрана ничего не слышала. Вот что пугает в реальных историях. Иногда самые невозможные побеги строятся на мелочах. Постепенно они начали собирать самодельный плот из старых дождевых плащей. И чем дальше идет эта история, тем сложнее поверить, что все это происходило на самом деле. Но самое безумное даже не сам побег, а то, сколько времени они готовились прямо под носом у охраны. Месяцами. И знаете, что меня всегда удивляет в таких историях? Тюрьмы почти никогда не ломаются силой. Они ломаются человеческой самоуверенностью. За стенами камер находился старый технический коридор. Именно туда беглецы пробирались каждую ночь. Представьте уровень риска. Если бы охрана заметила хоть малейший шум, история закончилась бы в тот же день. Ночью 11 июня 1962 года они наконец выбрались на крышу Алькатраса. И вот тут начинается самая страшная часть. Потому что дальше их ждал не забор, не охрана, а ледяной океан. Температура воды в ту ночь могла убить человека за считанные минуты. Именно поэтому полиция была уверена, что беглецы не выжили. А вот это уже действительно странно. И вот здесь история разделилась на две версии. Первая – они утонули в заливе. Вторая – намного страшнее. Через несколько месяцев после побега начали появляться странные слухи. Некоторые люди утверждали, что видели беглецов живыми. Причем в совершенно разных местах. Один из самых странных следов вел в Бразилию. И честно, чем больше читаешь материалы ФБР, тем сильнее начинаешь сомневаться в официальной версии, потому что течение в заливе иногда выбрасывало тела всего за несколько часов. Но в этот раз не нашли почти ничего. И вот тут начинается самое интересное. Если они действительно выжили, то это был идеальный побег. ФБР расследовало дело больше 17 лет. И даже спустя десятилетия дело так и не закрыли окончательно, потому что никто так и не смог доказать, что беглецы действительно погибли. И знаете, что самое странное? Спустя годы семья одного из беглецов начала получать загадочные открытки. Без обратного адреса. На некоторых карточках были только короткие фразы «Мы живы». И вот тут история начинает напоминать настоящий детективный фильм. Только проблема в том, что это реальное дело. В 1970-х появилась еще одна странная улика. Фотография из Бразилии. Некоторые исследователи были уверены, что на фото действительно беглецы из Алькатраса, но доказать это так и не удалось. Именно поэтому история побега из Алькатраса до сих пор считается одной из величайших тайн Америки. Потому что иногда отсутствие доказательств пугает сильнее любых ответов. И честно, часть меня верит, что они все-таки выжили. А вы как думаете? Смогли ли трое заключенных действительно обмануть самую защищенную тюрьму мира? Но история на этом не закончилась. В 2013 году полиция получила странное письмо. Автор утверждал, что он один из беглецов Алькатраса. История становится по-настоящему жуткой, потому что письмо выглядело слишком убедительно. В письме говорилось, что беглецы выжили той ночью. И честно, после всего, что произошло в этом деле, это уже не кажется невозможным. Возможно, в ту ночь трое заключенных действительно сделали невозможное. И если это правда,
то это был самый легендарный побег 20 века, потому что некоторые тайны мир, возможно, так и не раскроет. И честно, чем больше изучаешь это дело, тем меньше верится в версию про «они утонули». Да, течение в заливе было смертельно опасным, но проблема в том, что океан почти всегда возвращает тела, а здесь будто исчезло вообще все. Слишком чисто, слишком тихо. И вот эта фотография из Бразилии, она реально выглядит странно, потому что если это действительно они, значит трое заключенных смогли сделать невозможное – обмануть охрану, переплыть ледяной залив и исчезнуть навсегда. И, наверное, именно поэтому история побега из Алькатраса до сих пор кажется почти нереальной. Потому что иногда самые невероятные истории оказываются правдой. Но есть одна деталь, о которой почему-то редко говорят. Никто из беглецов никогда раньше не пытался совершить настолько безумный побег. И вдруг идеальный план. А значит, кто-то из них явно был очень умным. Слишком умным для Алькатраса. И честно, мне кажется, ключевой фигурой был именно Фрэнк Моррис. По словам следователей, у него был почти гениальный IQ. И чем больше смотришь на этот побег, тем меньше он кажется случайностью. Они просчитали почти все. Течение, маршрут, даже время смены охраны. Возможно, они действительно все предусмотрели. А это значит, что самый легендарный побег 20 века, возможно, оказался успешным.